С недавних пор начали приходить сообщения о новом грандиозном строительстве в Китае. В этот раз китайцы пробуривают скважину, такую глубокую, что в нее можно без труда поместить Эверест. Сама скважина располагается в пустыне Такламакан, находящейся в Таримской впадине, окруженной величественными горами. Она получила имя Шэнди-Таке-1, и ожидается, что ее конечная глубина составит от 11–100 метров. Это первая в стране исследовательская скважина, проектируемая на такую глубину, превышающую 10 тысяч метров. Кроме того, Шэнди-Таке-1 имеет шансы стать второй по глубине вертикальной скважиной в мире и самой глубокой в Азии. Эта невероятная скважина должна будет превысить высоту Эвереста, который достигает 80 метров над уровнем моря. Понять размеры Эвереста без визуального знакомства с ним сложно. Поэтому давайте сравним его с Эйфелевой башней, высота которой составляет 300 метров. В Шэнди-Таке-1 могут поместиться 37 Эйфелевых башен, установленных одну на другую. Кроме того, эта скважина будет глубже самого глубокого места на Земле – Марианской впадины, находящейся на дне океана. Планируется, что она достигнет меловой системы в земной коре, состоящей из слоев пород, возраст которых превышает 145 миллионов лет. Это важно, потому что китайские ученые получат доступ к породам, которые существовали до появления льда в полярных регионах, когда Земля была покрыта густыми лесами, и на ней обитали динозавры, такие как диплодоки и стегозавры. Под их ногами бегали мелкие млекопитающие, а птицы лишь начинали учиться летать. Любая информация о такой далекой истории Земли невероятно ценна. Открытия, которые могут сделать китайские ученые благодаря этому бурению, обещают быть важнейшими. Напоминаю между делом, не забывайте ставить лайки, если вам это нравится. Бурение скважины Шэнди-Таке-1 началось 30 мая 2023 года, и менее чем за год она прошла через 13 континентальных слоев. В проекте использовалось свыше 1000 бурильных труб и более 20 буровых долот. Это буровое долото, инструмент, с помощью которого происходит бурение, подвержено наибольшему износу, так как оно сталкивается с плотными породами. Уже по количеству труб можно понять масштаб этого проекта, что, в свою очередь, предполагает наличие ряда уникальных и сложных задач. Одной из таких задач является перемещение около 2000 тонн оборудования и инструментов, необходимых для работы. Для начала бурения был установлен стальной пилон высотой в 20 этажей, после чего были задействованы буровые долота, трубы и обсадные колонки. В целом это образует довольно большой вес. Но установка оборудования — это первый шаг. Дальше задача усложняется. По мере углубления в недра технология бурения постоянно совершенствуется, так как условия меняются из слоя в слой. Это далеко не первое столь глубокое бурение в истории человечества. Рекорд на данный момент принадлежит Кольской сверхглубокой скважине на северо-западе России. Это советский проект, который длился 20 лет и достиг отметки в 12,262 метра. Следующий рекорд у нефтяной скважины БД-04А в Катаре, имеющий длину 12,290 метров, но это не совсем то же самое. На данный момент самой длинной скважиной, пробуренной для добычи нефти, является ЗИ-44 на шельфе Сахалина. Ее длина составляет 15 километров, но это также говорит лишь о длине, а не о глубине. Возвращаясь к Кольской сверхглубокой скважине, сравнивать новый китайский проект стоит именно с ней. Не только по глубине, но и по темпам бурения. Так, Кольскую скважину начали бурить 24 мая 1970 года, и лишь 6 июня 1979 года она достигла глубины 95,8 метра. А Китай собирается завершить свой проект за 457 дней. Конечно, стоит учитывать, что с момента начала работ на Кольской скважине прошло более 50 лет, и технологии значительно продвинулись за это время. Тем не менее, даже тогда ученые сделали важные открытия. Например, они неожиданно обнаружили воду и водород на глубинах,
где по всем ожиданиям их не должно было быть. Также были найдены микроскопические окаменелости планктона на глубине почти 6000 метров, в результате чего общая находка составила 14 видов окаменелых микроорганизмов, а также залежи золота, меди и никеля. В то время как китайский проект движется с высокими темпами, легкая стадия бурения для них подошла к концу, и впереди их ждут настоящие испытания. После достижения глубины в 10 тысяч метров, что произошло этой весной, бурение столкнется со значительно большими трудностями. Температура под землей превысит 200 градусов по Цельсию, а давление достигнет 130 мегапаскалей. И чем глубже, тем больше сложности. Ученый из Китайской инженерной академии сравнил трудности строительства с движением большого грузовика по 2 тонким стальным тросам. Теоретически это осуществимо, но потребуется немало усилий для достижения этой цели. Необходимо будет подобрать оборудование, способное выдержать такие высокие температуры и давления. Но это не единственная сложность, так как внешние условия в Таримском бассейне, где бушует самая жаркая и сухая пустыня Китая, добавляют дополнительные преграды. В процессе бурения, проходя отметку в 10 тысяч метров, ученые будут сталкиваться с неизведанными территориями. Кроме того, нет никаких стандартов, на которые можно было бы опираться, так как подобные глубины раньше исследовались крайне редко. Таким образом, сложности будут увеличиваться с каждым метром, и количество замен буровых долот станет возрастать. К примеру, 1000 метров бурения занимали всего 4 дня, а для того, чтобы пройти от 9 до 10 тысяч метров, потребовалось уже 70 дней и в среднем 14,29 метров в день. Перед каждым метром исследования необходимо проводить анализ пород, меняя оборудование по мере необходимости. Естественно, чем глубже, тем сложнее и длительнее сам анализ, и спешить в этом деле нельзя. Если не соблюдать осторожность, имеются риски поломки оборудования, что может полностью остановить бурение. Интересно, это ли является причиной столь малочисленных сверхглубоких скважин? Вернемся к Кольской скважине. Несмотря на значительную достигнутую глубину, бурение там столкнулось с неожиданно высокими температурами и плотностью пород, что и привело к приостановке проекта в 1992 году. И в 2005 году скважину законсервировали до того, как удалось достичь целевой глубины в 15 тысяч метров. Как говорится, возможности пробурить еще более глубокую скважину находятся под вопросом. Если посмотреть на историю бурения в мире, стоит отметить, что люди достигли центра Земли всего на 0,19% за 300 лет. Фактически, это неоспоримый успех. Но необходимо учитывать сложности, с которыми сталкиваются исследователи. Поверхностный слой Земли, на котором мы стоим, это континентальная кора толщиной около 40 километров. Это очень тонкий слой. Следующий слой, мантия, имеет толщину 296 километров. Далее идет внешнее ядро, простирающееся на 2250 километров, и внутреннее ядро горячее и плотное, имеющее радиус около 1420 километров. Кольская скважина пронизывает лишь треть континентальной коры. Ожидается, что бурить еще глубже и добраться до центра Земли будет гораздо сложнее, чем мыслили исследователи. Благодаря практическому опыту ученые поняли, что на глубине все по-другому, чем на поверхности. При температуре около 180 градусов по Цельсию породы начинают вести себя необычно, уподобляясь пластинку вместо твердого материала, что делает бурение практически невозможно. Это одна из проблем, с которыми столкнулись узденшие работники на Кольской скважине. К тому же оборудование должно быть предельно выносливым, чтобы приспособиться к таким температурам и продолжать функционировать. Надо помнить, что аналогичная глубина требует доставки охлаждающих систем на огромные расстояния. К тому же проекту потребуется высокотехнологичное оборудование. Во время бурения Кольской скважины срок службы бурового долота на практике составлял существ 8 часов. Каждые 4 часа приходилось подниматься на высоту
и менять инструмент, возвращая его обратно на глубину свыше 10 километров. Состояние породы изменяется на глубине, и при росте температуры она становится более жидкой, представляя собой настоящую проблему для поддержания каналов. Все это похоже на попытку удержать ямку в центре кастрюли с горячим супом. Пока ложка движется, ямка удерживается, но как только лопата убирается, она исчезает. Несмотря на то, что множество стран предпринимали попытки добраться до мантии, успешные прорывы крайне редки. Например, весной 1961 года группа американских геологов начала бурение на морском дне у Тихоокеанского побережья Нижней Калифорнии. Скоро в майские дни началась гонка за Луной, и проект остался без финансирования. Бюджет был урезан. Некоторые попытки завершить бурение до мантии не сработали из-за технических проблем или неподходящих мест, выбранных для начала бурения. Проблема заключалась в том, что необходимые технологии приходилось разрабатывать с нуля, а это требовало больших затрат. Американская программа по современным меркам тратила около $40 миллионов на сантиметры бурения с возникшими проблемами. Американцы даже утверждали, что место их бурения оказалось термически активнее, чем у советских геологов. Однако, как мы видим в случае с Кольской скважиной, дело не только в трудностях, но и в утрате интереса к проекту, угаснувшего вместе с распадом Советского Союза. Политические изменения остановили финансирование, и без него дальнейшие работы были невозможны. Интересно, как далеко смогли бы продвинуться горные работники на Кольской скважине, если бы финансирование не прекращалось. Немного грустно осознавать, что никто не хочет инвестировать миллионы долларов просто ради науки. Всегда нужны дополнительные стимулы для финансирования. У Китая сейчас есть несколько таких целей. Во-первых, научные. Настолько глубокое бурение откроет новые горизонты в исследовании формирования Земли, поскольку земная кора, подобно кольцам дерева, позволяя увидеть ее историю. Однако здесь масштабы значительно больше. Ученые называют этот проект телескопом в недра Земли, так как он может раскрыть тайны, сопоставимые с наблюдениями во Вселенной. Вот как выглядят образцы, собранные из глубин Земли с помощью китайской скважины. Конечно, на первый взгляд это выглядит странно, но можно оценить, как много интересного призвано дать это бурение. Также понимание структуры нашей планеты поможет предсказывать землетрясения и извержения вулканов, что является ключевой и жизненно важной информацией. Есть и экономические причины для бурения, мотивирующие проект. Например, исследование может привести к открытиям относительно потенциальных энергетических ресурсов под землей. Именно поэтому для создания скважины выбрано это место. Это крупный район добычи. Инженеры надеются обнаружить газовые запасы. Обе компании, участвующие в проекте, крупные государственные нефтяные холдинги. Основной целью является не только изучение истории нашей планеты, но и поиск потенциальных месторождений нефти и газа на больших глубинах, поскольку для Китая крайне важна энергетическая независимость. Не так давно Си Цзиньпин указал на важность получения энергии как одной из приоритетных задач национальной безопасности. Несмотря на сложные условия, важно, что именно здесь можно найти необходимые ресурсы. Однако есть еще один проект, который может затмить как китайский, так и советский. Мировая команда исследователей планирует пробурить земную кору до мантии с помощью японского бурового судна «Чикью». Если исследователям удастся преодолеть границы мантии, которая составляет 83% объема Земли, они получат уникальные данные о формировании планеты и тектонике плит. Иностранные исследователи достаточно оптимистичны. Несмотря на ряд неудачных попыток, технологии бурения исследователи развивают, и понимание структуры океанической коры улучшилось. Я думаю, предыдущие попытки провалились не из-за недостатка исследований, но благодаря техническим трудностям, но благодаря непредвиденным проблемам.
Проекту для успешного завершения требуется $1 миллиард, чтобы пробурить дно Тихого океана до Мантии. Бюджет немалый, поэтому нужно находить участки коры, что позволит оптимизировать бурение и углубиться. Недавно ученые сумели пробурить на дне Атлантического океана, получив цилиндр длиной 1268 метров, который представляет собой почти непрерывный образец мантийной породы. Это дает возможность лучше понять глубокую геологию планеты и, возможно, переосмыслить происхождение жизни. Пробурение произошло в вулканически активном районе Срединно-Атлантического хребта, находящемся на глубине Атлантики. Но если добраться до Мантии сложно, как же в одном случае это удалось почти по щелчку пальцев? Секрет лежит в расположении. Здесь не понадобилось сильно углубляться. На самом деле Мантию обнаруживают благодаря разломам, возникшим в Срединно-Атлантическом хребте, где мантия просто аккуратно соскребается. Если говорить о других проектах, то в июне 2009 года в Исландии бурение наткнулось на застывшую магму. Работу приостановили, но позже возобновили, намереваясь использовать скважину для получения геотермальной энергии. Как это работает? Геотермальная энергия получается благодаря извлечению нагретой воды из глубокой скважины. Чем выше температура, тем эффективнее превращение в энергетику. А глубокая скважина может выдать в разы больше по сравнению с тем, что уже производится в Исландии. Спрошу, а каковы же последствия, если уронить что-то в сверхглубокую скважину? Исследования показали, если человек все же будет туда сброшен, при условии, что скважина достаточно широка, падение будет летальным. Основные причины – это высокая температура и огромное давление, а также риск столкновения о стены, поскольку человек будет нести угловое ускорение из-за вращения Земли. Так что лучше всего избегать падения в сверхглубокие скважины. Про глубокие скважины стоит упомянуть еще одно. Их бурят не только под землей, но и под льдом. Ученые имели возможность слышать, как звук льда, брошенного с высоты, звучит, как если бы ряд маленьких штурмовиков из «Звездных войн» стреляли бы по кругу. Ученые, работающие в глубоких скважинах, не устают исследовать, экспериментировать и находить новые методы для изучения внутреннего строения Земли. Каждый пробуренный метр открывает двери в неизведанное, где скрыты тайны, порой казавшиеся недостижимыми. Проекты, как китайская скважина Шэнди-Таки-1, не только выводят на новый уровень научное понимание формирования планеты, но и служат примером того, как смелость, технологии и упорство могут обратить внимание всего мира на возможности, которые скрыты под поверхностью. Сравнение с телескопом в недра Земли находит свое подтверждение. Как астрономы наблюдают звезды и космические объекты, так ученые стремятся заглянуть глубже в недра нашей планеты, чтобы изучить ее историю и ресурсы. Секрет этих исследований не только в минералах и породах, но и в понимании процессов, которые формировали Землю миллионы лет назад и которые могут еще повлиять на ее будущее. А тем временем попавшие в ледяные колодцы льдины предоставляют еще одну возможность для изучения внутренних процессов. Звуки, которые они издают, смехотворны и просто удивительны, как и исследуемые силы природы. Как бы там ни было, каждое новое исследование, каждый пробуренный сантиметр открывают перед нами новые горизонты. В конечном итоге, каждое из этих начинаний напоминает нам, что мы лишь на шаг ближе к пониманию нашего удивительного мира, и впереди еще много удивительных открытий. Земля полна скрытых загадок, и у человечества есть возможность исследовать их с той же страстью, с какой мы изучаем звезды. И эта неустанная жажда знаний умножает на удивление, что каждый шаг вглубь Земли — это не просто шаг в темноту, а нередко путь к свету понимания нашей планеты. Так что пока ученые работают над новыми скважинами, остается надеяться, что их труды принесут человечеству не только научные открытия, но и вдохновение,
которое будет вечно подпитывать нашу жажду к знаниям и открытиям. Исследование Земли — это познавательно, увлекательно и крайне важно, и кто знает, какие тайны еще ждут своего часа, чтобы быть открытыми.